Привет! Я Таня, и в этом видео я подготовила подборку из 5 бюджетных ароматов, которые звучат дорого. Ажмал Chemistry. Если говорить о характере этого аромата, то это специево-зеленый аромат. Но если разбирать его более глубоко, то мы будем слышать в нем на старте кардамон, цитрусы и какие-то деревья. Аромат раскрывается очень интересно, дает легкую сладость, но не приторный. Если к нему прислушаться, то в нем очень отчетливо будет слышен мускатный орех и базилик. Аромат томный и загадочный. В нем явно ощущается какая-то горчинка, но она очень приятная и пикантная. Деревянные ноты здесь достаточно сильные, но они ни в коем случае не удушливые, приглушенные и уютные. То есть само дерево ощущается таким суховатым и, я бы даже сказала, потрескавшимся. Вот когда в старых деревьях трескается кора и в ней уже немного появляется такая труха. По мере раскрытия на коже немного остается ваниль и бобы тонко. Я думаю, аромат достаточно универсальный и подойдет на любое время года. Ажмал Amberwood. Это достаточно громкий и яркий аромат, который стартует с нот яблока, посыпанного розовым молотым перцем. Аромат очень красив и глубок, звучит дорого и, я бы даже сказала, интеллигентно. Также в нем очень хорошо слышны ноты дерева. И это дерево представляется таким огромным, с гигантским стволом, с большими корнями, которые уходят вглубь в землю. А земля, в которую уходят эти корни, такая влажная и издает пыльный такой запах. В нем также присутствуют ноты лаванды, и эта лаванда чем-то похожа на эликсир Саваж. Только эта лаванда, она более приглушенная. И уже под конец на коже остается какая-то мускусность, хоть ее и нет в нотах, легкая сладость и, я бы сказала, поджаренное дерево, то есть дерево, которое уже сгорело, дымность или табачность. Аромат скорее подойдет на зимнее время, потому что он очень яркий, как я уже говорила. Ажмал Amberwood Noir. Это явно амброво-древесный аромат. Но стартует он цитрусами и специями, и специй здесь достаточно большое количество. В нем также отчетливо слышны цветочные ноты. Я бы сказала, это похоже, наверное, на фрезию. Интересно, что эти цветы потом становятся как будто немного увядшими, и вокруг них еще разбросана жухлая трава и сено. То есть прям аромат пахнет таким сеном, которое скручивают, знаете, в большие такие рулоны, не знаю, как это правильно называется, и кормят потом животных. В нем явно есть какая-то животная страсть, вот эта мускусность. С классической версией Amberwood он практически не похож, хотя дерево в них достаточно схожее. Этот аромат, он более насыщенный, более сладкий и более тяжелый. В нем также присутствуют и табачные ноты, которые чем-то похожи на Red Tobacco от Montserrat, но они, мне кажется, даже более приятные и не такие кричащие. На горячей коже эта амбра немного кислит, но это не затхлая кислота какая-то, а такая легкая, как будто даже ирисовая кислинка. Так же, как и классический Amberwood, мне кажется, он больше подойдет на холодное время года. Ажмал Ватани Ахдар. Об этом аромате много не расскажешь, потому что он достаточно понятный, но при этом и загадочный. То есть, когда его вдыхаешь, ты отчетливо ощущаешь такой хвойный лес, густой хвойный лес. И прям ассоциативно понимаешь, что это пахнет елкой, на которой висят шишки, и на самой елке выделяется смола. То есть он прям очень смоленистый. Но при этом этот аромат достаточно холодный и влажный. То есть если представлять себе хвойный лес, то в этом бы лесу, наверное, шел сильнейший ливень, который прибивает вот эту землю, и земля начинает истощать запах пыли и озона. Аромат очень красивый и манкий, его постоянно хочется вдыхать. А сейчас, учитывая, что скоро Новый год, он особенно прекрасен, потому что эти елки сразу как-то напоминают тебе о том, что вот-вот наступит праздник. Конечно, он, наверное, не подойдет всем, но если он вам понравится, то я уверена, это будет один из ваших любимых ароматов. И в нем потрясающая стойкость. Он держится с утра до вечера и на следующий день после душа остается на коже. Он скорее тоже больше подойдет на холодное время года, хотя здесь смотря сколько его на себя нанести. Если его наносить небольшое количество, тогда он подойдет скорее даже для тепла, но не для душной жары. Обязательно его попробуйте, он крышесносный.
Ажмал Аристократ Платинум. Аромат начинается с цитрусов и специй, но эти цитрусы звучат буквально 5 минут. Потом он превращается в очень такую грубую, толстую кожу. То есть, когда его вдыхаешь, сразу возникает ощущение, что ты сидишь в дорогущей машине с кожаным салоном. То есть это правда пахнет прям кожаным салоном машинным. Естественно, эта кожа придает ему каких-то животных нот. Но это не пахнет каким-то животным из сарая. Нет, это пахнет таким арабским скакуном, идеально чистым, таким блестящим, невероятно красивым. Аромат крайне интересный и загадочный. То есть, когда его вдыхаешь, сразу какие-то интересные мысли лезут в голову. Своим кожаным настроением он чем-то напоминает Gucci Guilty Absolute. Но, как по мне, это более носибельная и более такая мягкая версия. Если вы любите кожаные ароматы, то вам однозначно стоит на него обратить внимание. Он невероятно красив и очень дорого звучит. Надеюсь, эта подборка вам понравилась и оказалась полезна. Если это так, то не забывайте ставить лайки, оставлять свои приятные комментарии и подписываться на этот канал. Конечно же, все ссылки в описании, также вы найдете там промокод на скидку. Всем желаю приятного настроения и, конечно же, крепкого здоровья. Пока!